Итак, вот мои арбузики, которые я прививала неделю назад. Единственное, что я сделала, это поменяла файлы. У меня были матовые, не было на тот момент самых тонких. Поменяла, нашла самые тонкие, купила. И вот поменяла им файлы. И все. И стоят они, и ждут, когда я их открою. Сейчас будем открывать. Надеюсь, сюрпризы будут только приятные. Начинаем. Наверное, вытащим один и посмотрим, что у него внутри. Вот так он выглядит. Снимаю резинку. Что мы тут наблюдаем? Упругие арбузные листики. Упругая лагинария. Горшочек тяжелый. И вот здесь видно, опять-таки я забыла про очки. Так, и вот здесь, да, важно одеть очки. Я вижу, что появился вот он, маленький листик лагинарии. Он мне не нужен. Я его сейчас срежу. Опа, вот он. Все, больше никаких дополнительных листиков здесь нет. Вот здесь есть почечка. Ну, нет, это не почка. Это то, что я обломала. Все, больше пока здесь никаких дополнительных листиков нет. И я пока снова одеваю на нее пакет. Пакет я сниму тогда. В прошлом году я снимала пакет через неделю. Ставила, растенюшки стояли где-то час и начинали увядать. Поэтому экспериментировать я не буду. Я его оставлю пока в пакете. Следующий берем. Снимаем. Это даже запотел изнутри. Это я его не брызгала, это он запотел сам. Так. Тут я замотала зачем-то. Смотрите, что здесь пошло. Лагинария начала портиться. И начала портиться она от ножичка. Надо же. Надо вот этот листик, наверное, срезать. Сейчас возьму ножницы и вот этот листик срежу. Это плохо, конечно. Арбуз пошел уже хорошо. Вот здесь тоже пошла лагинария. Ее тоже надо каким-то образом выломать. Вот сначала попыталась выломать в сторону от меньшего листика к большему, не выламывалась, а потом выломала от большего к меньшему. Вот этот я, наверное, сейчас протру спиртом. Сам листик протру спиртом. Вот и получилось, что вот эта плесень, возможно, образовалась именно из-за того, что здесь был конденсат, была вода. Поэтому не брызгаю я сюда. Ну, конечно же, какой-то микроб попал. Я нашла перекись водорода у себя. И сейчас край арбуза край лагинарии срезанный, я на него покапаю. Я знаю, что так капают на орхидеи, чтобы их дезинфицировать. Ну вот я капнула на арбузик. Вот такой хороший арбузик Покадор. Одеваю на него новый файл. Опять он у меня матовый, опять непрозрачный, но прозрачного под рукой нет. И обратно резиночку. Так, второй арбузик. Смотрим дальше. Третий открываем. Вот они у меня тут стоят. Третий открываем.
Это арбуз Мирза. В прошлом году он был огромных, 2 арбуза, но был на подвое ферра. В этом году сфера у меня не сложилась. Вот так прекрасно выглядит. Давайте снимем прищепку. Вот что внутри. Вот такой он. Уже видно, что он сросся, уже не отдельно. Но, конечно же, еще не идеально, поэтому цепляю обратно прищепку. Вот так. И здесь тоже пошли лагинарии, которые тоже нужно срезать. Один и второй. И, кстати, тоже с одной стороны вот здесь листик подпортился. И именно тот, что рядом с ножиком. Это странно. В прошлом году у меня такого не было. Вот, срезала я лагинарию. Остался арбузик. Обратно на него одеваем. Ну, пока все приживается. Пока ничего не пропадает. Так. Смотрим дальше. Это арбуз бедуин. Вот здесь тоже есть конденсат. Но этому арбузу повезло. У него все хорошо. Листики все целы. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот так он видно, да, как он замечательно приживается. И вот видно, растут 2 листика лагинарии. 2 росточка. Мне они не нужны, конечно же. И ему они не нужны. Сейчас попробую выломать от большего к меньшему. Так. Эх. Выломала. Так. Вот. Ножиком, лезвием не срезала, и так все выломалось. Арбузик упругенький, чувствует себя очень хорошо. Так, смотрим дальше. Наверное, файл я выверну наизнанку, чтобы мокрое внутрь не попадало. И все. И обратно одеваю. Ай, готово. Следующий смотрим. Следующий арбуз. Тоже чувствует себя неплохо, очень даже. Тоже растут лагинарии, тут листики побольше. Вот я их отламываю. Вот упал. И вот тут есть листик лагинарии. Он тоже не нужен. Все. Остался арбуз. 2 семенных. Это, по-моему, первый. Помните, он был такой треугольничком. Арбуз элюафи. Вот такой чудный арбузик. Так. Намусорила. Одеваем на него файл. И опять под прищепку. Еще осталось 2 арбуза моего первого прививочного дня. Это арбуз Морган. Стаканчики везде тяжелые. Вот неделю я их не поливала, но из-за того, что они в пакете, у них влага не испаряется, никуда не исчезает, и она остается в стакане. Вот тоже тут сорняки повырастали. Очень благополучно. Так. Пусть растут пока. Так, вот она тоже лагинария выросла.
все растет, как ему и полагается. Лагинария пытается, конечно, дать свои плети, но нам это не нужно. Нам нужно, чтобы все питательные вещества пошли в наш арбуз. Вот он такой маленький арбуз Морган. Дальше. Тоже у него влажный, поэтому пакет я его выверну и закрою сухой стороной. И опять под резинку. Видите, все остальные листики оказались хорошими. Здесь больше плесени нигде нет. И последний арбуз из этой коробочки. Открываем. Вот такое чудо, называется Golden Tiger. Очень вкусный арбуз, желтый. У этой лагинарии пошли росточки, но еще очень маленькие. Ну, я их тоже поубираю, поотщипываю. Видите, если я начну срезать лезвием, с моим зрением, я срежу не то, что нужно. Да? Ногти, пальцы, они нащупывают, где растение, где не растение. Вот. Здесь видно, что когда прививала, вот, пошел немножко не в ту степь краешек. Вот. Но ничего страшного, все равно привился. Пусть прививается, растет дальше. Все. Здесь у нас все. Обратно ставлю их в коробку и обратно отношу под лампу еще на пару дней. Потом, когда у меня будет время, сегодня у меня времени нет, сегодня есть чем заняться. Вот, когда будет время, я их раскрою и оставлю где-то на час. И потом посмотрю. И вот вторая коробка, которая тоже в тот же день была у меня привита. Вот сейчас посмотрим, что здесь. Снимаем файлик. Это арбуз Долби. Очень вкусный арбуз. Всем нам очень понравился. Тоже, кстати, файл запотел. И, кстати, на нем почему-то на лагинарии еще ничего не пошло. Ну и замечательно. Значит, закрываем обратно Долби. Опять-таки выворачиваю на сухую сторону и закрываю. Пусть растет дальше. Время, конечно, на это тратится. Но куда деваться? Так, это у нас следующий. Это у меня подвой Ферро и дыня на нем привита. Дыня КС 6147. Моя любимая дыня. Очень сладкая, очень вкусная. И вот он как раз, видите, немножко падает, заваливается. Надо его подставить под него ножичек, чтобы он не заваливался. И вот здесь на Ферро очень сильно пошел побег. Надо его убрать. Вот он убрался вместе. Так. Вот. Смотрим дальше, что получилось. Здесь у нас тоже Ферро. У Ферро очень большие. Я хотела на Ферро прививать только дыню. Почему я привила на Ферро не дыню? Это же трофи, это же арбуз. Странненько. Вот. Вот он, арбузик растет. И вот на этом Ферро я и не вижу. Вот там, может быть, и есть маленькие-маленькие зачатки. Сейчас попробую лезвием аккуратненько срезать, потому что, ну, очень маленькие. Не, наверное, даже не буду пытаться. Все равно сейчас что-нибудь не то отрежу. Вот такой замечательный. Ну, Ферро, конечно, листочки. Ох. Да, это же не просто Ферро. Тот самый Ферро, который у меня в прошлом году вырос в теплице. Из 5 тыковок
Только в одной созрели семена. Он очень долго зреет. Я понимаю, что там расщепление произошло, и он уже, конечно, не фера, а что-то другое. Но, тем не менее, листики большие, крупные. И арбуз прижился на нем. Ну, по крайней мере, приживается. Дальше смотрим. Вот здесь вот есть лагинария. Поэтому сейчас я ее открою, посмотрим, что здесь. Здесь у нас изначально арбуз мулат. Черненький арбуз мулат. Так, и вот она пошла лагинария. Листики очень отличаются. Вот листик арбуза, а вот листик лагинарии. И по цвету, и по форме ошибиться сложно. Вот. Сейчас я его приближу. И вот я его выламываю. Да, все равно от большего к меньшему выламывается легче. С второй стороны тоже есть. Очень маленький, но есть. Не будем. Вот так. Не буду давать возможности ему расти. Вот он. Я его тоже отломаю, чтобы растение не тратило питательные вещества. Вот такая малышка. Вот. Все. Тут все обратно в файл. Тут все запотевшие. Все файлы выворачиваю. И на все обратно одеваю резиночку. Так, следующий смотрим. Что здесь? Тоже лагинария здесь. Ух, тут целый лес. Смотрите, грунт брала из теплицы. В теплице росли помидоры. И теперь у меня растут помидоры вместе с лагинарией. Ну, ты мне тут, друг, не нужен, конечно. Так, вместе с арбузом. Что у меня тут выросло? Здесь, мне кажется, уже пошел росточек. Хороший росточек арбуза. Прям какой-то он новенький. По нему видно, что он новенький. Это арбуз Мариста. И вот тоже пошла лагинария. Лагинарию убираю. Здесь от большего к меньшему никак не получится. Здесь получится как получится. Неудачно растет. Так, поэтому и здесь выламываю. Так. Придерживая обязательно семидольные листики, чтобы они не оторвались вместе с тем, что отрываю я. Во. Все, ну даже капли с этого. Наверное, можно было бы оставить их еще уже и проветриваться. У меня просто сегодня нет времени. Поэтому проветривать я их буду завтра. И завтра буду проверять, что из них устоит в течение часа, 2 часов. Вот такой замечательный очередной арбузик. Так, резиночка. Вот она, резиночка, кстати, от марлевых масок. Не от марлевых, а от медицинских масок. В свое время мы их поносили достаточно. Я их не выбросила. И вот теперь могу ими пользоваться. Вот замечательное еще одно растение. Так, ставлю уже сюда, потому что на столе не хватает места. Дальше смотрим. Вот, неделю прививки, и вот так вот они выглядят. Тоже выглядит неплохо. Тоже выглядит неплохо. Ага, вот он. Опять плохой листик. Опять плохой листик. Сейчас снова я его обрежу. И залью перекисью. Спиртом этот протирать пока не буду. Посмотрим. Может быть, и перекись справится. Завтра открою, когда посмотрю, справилась перекись или нет. Вот в прошлом году у меня так листики не болели на лагинарии. В этом году вот такая вот. Каждый год какие-то неизвестности, новости. Вот здесь пошло 2 росточка, и один, и второй у лагинарии. Буду их убирать, и вот растет арбузик. Маленький, хиленький, но растет. Убираем. Так, лагинаришку. От большего к меньшему прям вырывается, вот хрусть и все. Но только в том месте, в том случае, если удобно браться, если
неудобно, то уже как получается, так и обрываю. Вот. Это у нас шуга деликата. Шуга деликата. Шуга деликата. Так. Где резинка-то делась? Вот она. Резиночка. Стаканчики везде тяжелые, я не говорю, но везде тяжелые, везде все нормально с поливом. Так, протрем опять здесь спиртом после больного растения. Так, дальше ставим его обратно. Достаем следующий. Написано баклажан рома на упаковке, на стаканчике. Баклажан рома у меня в этом году не взошел. Зато зашел помидор. Опять же. Но это же помидор, это же не баклажан. Тем более растет с краю. Поэтому убираю. Так, а арбуз у меня здесь Бастана. Очень хороший арбуз. Очень мне понравился, не только мне. Вот растет, вот у него появляется маленький второй настоящий листик. Поэтому с этой стороны вот у него лагинария растет. Лагинарию убираю. Когда листики расположены крестиком, очень удобно, как вначале я говорила, очень удобно обрывать лагинарию. Потому что если бы листик был на листиком, здесь было бы очень маленькое расстояние, и очень неудобно было бы их отрывать. А так все хорошо. Тоже одеваем на него пакетик. У меня уже куча листиков этой лагинарии. А вот, кстати, это не файл, это просто прозрачный пакет. С прошлого года я сохранила, потому что он мне очень понравился. Такой целлюлоидный. Так, это Orange Harvest. Orange Harvest тоже выглядит, вот он зелененький, крепенький. Вот растет лагинария. Убираем. Все. Легко и быстро. Опять же, первые пальцы дрожат над первыми растенюшками. Все эти выламывания. А потом уже ничего не дрожит. Тут сплошные заросли. Он специально ждал, чтобы его подольше не открывали. Это арбуз Одиссей. Мне кажется, этот листик тоже молодой, молоденький уже растет. Так, и тут тоже лагинария. Вот она. Лагинария. Ну, я ее тоже отломаю. Так. На одном только выросла лагинария, на втором листики нет. Все. Вот и вторая упаковка готова. Я, конечно, сейчас проверю, может быть, те, которые я прививала позже, тоже сейчас пообрываю, если там что-то растет. Вот так. Вот такие арбузики у меня получаются. Надо их теперь обратно все уместить. Такие подарочки я их называю, потому что они хрустят, как подарочная упаковка. Ну, как-то так. Уместились. Все. На сегодня работа закончена. Ждем урожая.